Вот почему-то бизнес не взлетает. Как он взлетит-то? Идея, хрень, нету клиентов. Я понимаю, вы посетили курсы. О, мы бизнесмены, мы предприниматели. BMW купим, в Турцию съездим. Вампиры, хватит вампирить. Основная ошибка — вампиришь собственный бизнес, ты вампиришь себя. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Так, друзья мои, я делал выпуск про первый бизнес. Вы его очень хорошо посмотрели. Более 1 миллиона просмотров. Я решил сделать из этого серию. Обязательно посмотрите этот выпуск, если вы еще не начали бизнес. А если вы уже начали, тем более посмотрите. Я расскажу о самых главных ошибках, которые делают бизнесмены начинающие в самом начале. И иногда смертельных даже ошибках. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Итак, в топ-чарте самых главных ошибок побеждает изобрести велосипед. Начинающие бизнесмены могут выдумать какую-то хрень. Им кажется, что вот она нужна, и они ее так усердно вот с командой там делают, а потом жалуются, вот что-то она не продается и так далее. Так вот, я предупреждаю, когда ты делаешь ту хрень, которой, в общем-то, нет на рынке, но тебе кажется, что она очень нужна, большая вероятность, что эта хрень действительно является хренью и никому не нужна. Я выслушиваю очень большое количество запросов, честно говоря, немножко даже устал. Но однажды вот мне делал элеватор пич один человек, он, значит, топил за нагреваемые стельки. Чтобы вот в морозную погоду, там, кто пошел на рыбалку и вот замерзал, он так раз через пауэрбанк включает стельку и нога греется. Очевидно, что эта хрень не будет пользоваться никаким, ну, таким массовым спросом, может быть, только вот очень ограниченным, да. Ну, то есть бизнес на этом построить точно нельзя. Если вы ставите на то, что вы при жизни изобретете такие некий велосипед или какую-то хрень, то вы точно хрень изобретете, но будете влачить очень жесткое, несчастное существование, умрете в безвестности, голодным, больным, злым, озлобленным на весь мир. Оно вам надо? Номер 2 в топ-чарте ошибок, глупостей и так далее — это открыть свой бизнес в кредит. Это просто катастрофа. Ребята, что значит открыть в кредит? Это значит взять у кого-то деньги, вложить в какую-то хрень, да, и сразу ввергнуть себя в жопу. Не жестко сказал? Ну, потому что это так на самом деле. Никогда не открывайте свой начинающий бизнес в кредит. Никогда. Все мне говорят, ну, Игорь, ты же брал кредит, значит, там, $200 000. Брал! В тот момент, когда у нас уже был зрелый бизнес, и мы знали, на что мы берем. Мы купили 2 вагона сырья, чтобы произвести много кровельного материала. До этого мы уже были в этом бизнесе, понятно? Мы брали кредит на масштабирование, ну, не знаю, бизнес-модели, которая у нас уже была. Запомнили? А не на то, чтобы основать этот гребаный хрень стартап. 99% стартапов проваливается. Это нормальная статистика. Поэтому, когда вы стартуете какое-то дело, знаете, дело может провалиться, вы начнете просто следующее дело. Но если вы возьмете кредит, вы не сможете начать следующее дело, потому что на вас будут висеть кандалы кредита. Все, вы сами себя обездвиживаете. Не делайте это. Топ-3 в нашем чарте основных ошибок или провалов, да, это не думать о том, кто же у тебя купит твою хрень, которую ты придумал. Вот именно. Начать шить трусы до того момента, когда ты вообще попробовал эти свои трусы кому-то, вообще говоря, продать, да? Начать собирать команду, говорит, команда — это главное, я хочу создать команду. Начать снимать офис. Найди сперва, кто купит у тебя это что-то. В этот момент происходит чудо мироздания, чудо, сокровенность. Когда исток, начало всех вещей встречается с исходом, матерью всех вещей, когда зарождается то, что может превратиться в бурную реку, которая несет плоды, черт побери, это начинается в тот момент, когда нашелся тот первый, второй, третий, 100 клиентов, которые купят у тебя то, что ты придумал. Не начинай с команды, не начинай с офиса, не начинай с этого. Начни с того, кто купит у тебя то, что ты придумал. Все, в этот момент твоя хрень перестала быть хренью. 4-м пунктом в нашем топ-чарте основных ошибок, провалов является бизнес-план. Какой нахрен план? Идея, хрень,
Нету клиентов. Какой план? Нету вообще ничего, а вы уже какой-то план. Я понимаю, вы посетили курсы, но я говорю следующее. Никакого плана, потому что в этот момент никакой статистики нет. Когда нет статистики, планирование невозможно. Идею не планируют, после идеи отправляются сразу искать клиента, кто купит твой продукт, сервис и так далее. Если он купит, твоя хрень перестает быть хренью, и только в этот момент делается несколько пробных сделок, желательно 100, желательно 200, и только там возникает уместность хотя бы какого-то небольшого планчика, но не раньше. Поэтому никогда не начинайте с бизнес-плана. Топ-4 в нашем чарте основных провалов. 5-й пункт в списке основных ошибок предпринимателей, особенно начинающих. Это взять и полагаться на то, что кто-то будет делать за тебя работу, а ты будешь ковришки собирать, дивиденды. То есть ты пойдешь, наймешь каких-то чуваков, которые все и будут делать, а ты будешь купоны стричь. Есть неделегируемые вещи, подчеркиваю, неделегируемые, их невозможно делегировать. Если ты делегировал, тебя ждет полный провал и так далее. Так вот, слушай, если ты не разбираешься в том, что хочешь начать, да, если ты не залезаешь туда всем нутром, если ты не погружаешься, не проживаешь все шаги, например, закусочная, ты не прошел все этапы, как готовится еда, в каком месте должна быть торговая точка, кто партнеры, поставщики, как там с этой налоговой инспекцией, как нанимать персонал, как все. Пока ты не прошел все моменты, не начинай этого дела, черт побери. Не надо нанимать какого-то управляющего, который обещал тебе построить твою закусочную. Это фейл. Пункт 6. Кассовый разрыв. Да, это страшнее, чем нам кажется. Представляешь, ты начал дело, у тебя есть какие-то гроши, деньги и так далее. И в самый ответственный момент, когда нужно что-то там закупить, потому что уже все началось и так далее, у тебя нет денег на сырье. И все накрывается медным тазом, потому что уже никто из друзей, там, кто тебя поддерживал, не дает ни копейки. Твоих денег уже нет, и все. Ты попал в кассовый разрыв. Касса доходов не хватает, чтобы покрыть необходимые тебе расходы. Все. Необходимо считать деньги, ребята. Если вы начинаете любое дело и пытаетесь обойтись без этой гребаной финансовой математики, типа, там как-то прорвемся, хрен-то с два. Вы не просто не прорветесь, вы нарветесь. И вот эта степень нарывания на эти ловушки вам будет отрывать. Сперва культяпки, потом еще что-то. Потом вы будете залезать в какие-то займы, да, ну понятно, да. И потом вы такие обессиленная гусеница с оторванной полжопы такие ползете и говорите, вот почему-то бизнес не взлетает. Да как он взлетит-то? 7-й пункт в списке наших ошибок – это тащить деньги из бизнеса. Ну, что-то чуть-чуть начало получаться, да? Какие-то денежки появились и так далее. О, мы бизнесмены, мы предприниматели. BMW купим, Турцию съездим, клуб какой-нибудь понторезный вступим, да? Тащить деньги из бизнеса. Когда это хрупкое, нежное, только начинается и так далее, любое обескравливание даже на грамм приводит не просто к опасности, а к началу деструктивного процесса. Потому что люди, начав понторезиться, не могут остановиться, и они начинают увеличивать эту тягу с бизнеса. Все. Вампиры! Вампиры! Хватит вампирить! Основная ошибка – вампиришь собственный бизнес, ты вампиришь себя! Себя, свое будущее, свое возможное светлое будущее ты везешь и отсасываешь кровь. Придет время, когда бизнес распухнет и будет просить, забери какие-то деньги, все, мы... Но пока такого нет, не лезь в кассу, не стань вампиром, иначе убьешь все свое возможное будущее. У меня во всех компаниях есть параметр 20% годовых на работающий капитал. То есть если компания начинает приносить менее 20% на капитал задействованный, и менеджеры, которые обычно замотивированы на приносить больше, чем 20%, не могут принести больше, это значит дальнейшее оставление денег в этом бизнесе нецелесообразно. В этот момент менеджеры сами упрашивают меня забрать деньги. До этого определи себе минимальную ЗП на уровне 20% ниже, чем получает
менеджеры, ну, если ты работаешь директором в этом бизнесе, на уровне 20% ниже, а лучше 30% ниже, чем получают менеджеры там, конкурирующих или схожих фирм. Все. Но вообще говоря, если ты можешь обойтись без этого, лучше и без этого обойтись, потому что предприниматель должен работать за ноль. Любая дополнительная нагрузка на бизнес и высасывание крови, в том числе так называемая зарплата, может превратиться в следующее. Что-то маловато зарплата, да, и началось. Когда бизнес будет пухнуть вот так вот, да, и уже складывать некуда, слушай, он сам тебе покажет, эй, давай, забирай, иди, вот забирай деньги, какой-то другой бизнес сделай и так далее, или там, ну, купи уже себе что-то. Но тебе уже в этот момент самое интересное будет хотеться совершенно другого, расскажу об этом чуть позже. Пункт 8 в нашем списке основных ошибок и провалов начинающих бизнесменов. Бояться закрыть то, что не получилось. Продолжать пинать мертвую лошадь. Пытаться взять ее за ноги, эту мертвую лошадь, и переставлять ноги и цокать при этом цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Никаких сил не хватит. Прежде чем у предпринимателя, начинающего бизнесмена что-то получится, у него там 10-20, может быть, фейлов, провалов. Ну, не получилось и так далее. Представляешь себе, что ты как кандалы взваливаешь на себя эту мертвую лошадь и как бурлак на Волге ее там вот тащишь, изнашиваешь себя, обессиливаешь и просто ложишься и говорит, нет никакой возможности делать в России бизнес. Почему бы тебе вовремя не отрезать путы и не начать что-то новое? Ну, понятно, конечно, если ты влез в кредиты и так далее, загнал себя, ну, понятно. Но для этого я и делаю этот выпуск, черт побери, теперь-то ты вооружен. Как понять, что лошадь мертвая? Представили, да, лошадь умерла такая большая, вот зверюга лежит такая, ты ее пинаешь, вставай, у людей из твоей команды потухшие глаза, у тебя тоже. Ты живешь в прошлом. Часто вспоминаешь, вот раньше было вода мокрее, там колбаса, там по 2,20, еще ты перебираешь фотографии, ты ностальгируешь, и благоприятного ощущения от будущего нет, его вообще нет. Есть как будто бы бетонная плита и тупик, и вы уже устали. Устали не физически, а устали психически. Устали психически, потому что давно не получали победок. Ну, какого-то ощущения, что вы на каком-то верном пути. Давно. Вы накопили ген проигравшего. Это психологическое состояние, это и есть мертвая лошадь. Мертвая лошадь — это не тогда, когда она физически мертва. Мертвая лошадь — это накопленное ментальное, психологическое ощущение, что все. Ну и, наконец, в финале я хочу вернуться к пункту 7. Что же происходит, когда деньги начинают валиться из всех щелей? Я вам сказал, что к этому моменту тебе не то чтобы хочется их доставать и покупать эти все там какие-то предметы потребления, заниматься этим потреблятством, вот это. И к этому времени все происходит по-другому. Знаешь, что тебе захочется? Тебе захочется сыграть следующую такую игру. Бесконечная другая игра, в которой ты снова сможешь почувствовать себя победителем. Вот что хочется в этот момент. И кто бывал в этом состоянии, сейчас понимает, о чем я говорю. А кто не бывал пока еще, я вам желаю, чтобы вы обязательно побывали. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно, где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.